Всем привет! Я рассказываю о своем лечении в Омер, Истамбул. Это стоматологическая клиника в Турции, в районе Фатих. Если вы ищете качественную стоматологию за не все деньги мира, то обязательно посмотрите мое видео. Вы найдете здесь много полезной информации. До скорой встречи! Легкой ночью не со мной. Какие-то ремонты, блин, на этом. На пенделе? Да. Зачем ты меня снимаешь? О, Лера проснулась. Что? Я не снимаю. Смотрите. Я скоро буду такая красивая-красивая. Я уже выключила. Привет. Мы идем на Орландо. Вот здесь вот везде указатели. Очень легко найти. Вот, 1 минута у нас до поезда. Очень удобно все найти. 13 минут, но... Стоит до выхода. Мы собирались поехать обычным поездом, но там какие-то ремонтные работы, поэтому мы решили без опозданий добраться. Они доходят, работают, но в Google Maps написано, что ремонтные работы. А в прошлый раз я ехал в Демешке, чтобы пересесть на автобус, 1,5 часа я ехал. Да, очень неудобно, там куча пересадок. И чуть не опоздал в итоге. А я не хочу опаздывать. Ну это сколько? 18 минут. 18 минут без остановок. Время пути вот этого Орландо Экспресс. Скорость 10 чем-то, 10 20. Мы успеем? Не знаю, ты хочешь побежать? Нет, не успеваем, он не уезжает. Все, он уезжает. Он машет руками. Нет, не дождался. Значит, поедем через 14 минут. Вы можете здесь приобрести билеты. Расписание в аэропорту. Ага. Уже все вылеты здесь. Через 11 минут будет следующий наш поезд. Моего нету еще, да? 8:20 до 11:55. А, у меня 12:50 вылет. Блин, конечно же, я волнуюсь, но я так ждала это. Ну, он стоит. А пока он стоит, я курю. Так ждала этого момента, и вот наконец-то предоставился мне шанс. Впервые за столько лет можно... Ну, если кому-то будет интересно, как быстро найти Орландо Экспресс на Т-централе, можно ориентироваться по World Trade Center. Покажи мне. Сейчас там девушка идет. World Trade Center можно легко найти в Google Maps, и кто разбирается в картах, вообще не сложно. Просто карты типа Google Maps, они не помогут внутри здания, а там типа как в муравейнике. Можно... А здесь вот даже огромная вывеска, смотри, вот Орландо Экспресс. Но там есть вывески, а на улице нет. Угу. Кому как удобно. Там же можно на месте купить билеты в терминалах, причем через интернет. ChatGPT утверждает, что дешевле покупка, хотя у нас было дешевле именно потому, что мы покупали 2 сразу в 1 поезд. Это важное условие. 2 билета, и на каждый получаешь по 120 крон скидки. Да, но обязательное условие в одном поезде ехать. Вот. Их можно купить вот здесь вот в терминалах, прямо на месте, есть там указатели. Можно купить через интернет. Если вы будете оплачивать в поезде, как утверждает ChatGPT, опять-таки, то это будет дороже. Но
мы не нашли никаких других скидок через онлайн-покупку, кроме той, что мы покупаем 2 билета на 1 поезд. На такси, кстати, обойдется 775 крон, он написан. Так что если где-то 4 человека, то выгоднее на такси, но долго. Такси займет вот отсюда, с Централа, примерно 40-60 минут такси, а эта штука за 18 минут. Угу. Разница более чем почти в 3 раза. Ну да, и тем более все-таки интересно посмотреть, как что. Да, па? Такси это ничего необычного, а вот Орландо Экспресс все-таки интересно посмотреть скорый поезд, как он устроен, как все. Ну, все довольно быстро, да, внутри происходит, поэтому... О, тикет тут можно купить тоже. Вот, да, я же говорю, что можно тут купить. Вот наш поезд пришел. Где ты хочешь посидеть? Ну, не тут, тут как-то... Идем. Давай, здесь это... Да, давай здесь. Мое место будет возле окна. Так, вот мы уже уселись в Орландо Экспресс. Сидим комфортненько. Кстати, микрофон же у тебя, а меня было слышно? Да. Да? Потому что он такой широко, как сказать, Не знаю. широкоугольный или как это правильно? Нет, это камера. Короче, он захватывает не определенный ракурс, а всенаправленный, вот, или что-то такое как-то правильно. Очень быстро, конечно. Ну и получше, чем в такси. Пространства больше. Приветствую всех на своем канале. И этот выпуск будет про то, как Золушка наконец-то получает свое преображение. Золушка. Бедная моя. Так, может ли Золушка преобразиться? Как вы считаете? В общем-то, Золушка. мы очень долго собирали денежку, чтобы исполнить мою заветную мечту. Да, с 9 лет у меня очень большие проблемы с зубами. Вот. В 11 лет у меня уже почти ни одного зуба не было без пломб. Так что намучилась я до 33 лет очень сильно со своими зубами. И мечтала все-таки иметь красивую улыбку. Очень много времени. Да. И вот, наконец-то, я еду. Это первый шаг к осуществлению своей мечты. Спасибо тебе, Маська. Вот, я мужа просила дарить мне денежку на день рождения, и не только. Да. И собирали. Так что первый мой визит в далекую Турцию прямо сейчас происходит. Конечно же, скажете вы, это удовольствие не дешевое, да, полечить качественно зубы и сразу все, как я собираюсь это сделать. Вот. Станете спрашивать, сколько это все стоит. Я вам все постепенно это расскажу. Сколько мне обошелся первый визит сейчас, который вот я еду, и сколько будет стоить второй и окончательный, как говорится, результат. Я вам покажу клинику, расскажу, как все происходит на деле, покажу. Ну и, конечно же, вы посмотрите результат. Сама я в эту клинику направляюсь по рекомендациям. Я увидела на SFI
наших девочек из Украины. Уже с конечным результатом. Мне очень понравилось. И я все у них разузнала. И вот теперь туда лечу я за своей мечтой. Будет две поездки туда. В первую поездку сделают начальные этапы, подготовительные, и вторая уже будет финишная, завершающая. Так что это видео растянется примерно на полгода, 2 части. Но вы следите, потому что очень многие мне писали в комментариях, как тебе не стыдно ходить с такими зубами, пора бы уже их полечить. И желаю вам... Как будто можно, знаешь, как из шкафа достал, такое переодел. Да. Удовольствие не дешевое. И у многих возникают вопросы, особенно в связи с миграцией украинцев, возникают вопросы, где же качественно и недорого, сравнительно, да, полечить зубы. Ну и, конечно же, чтобы результат был очень эффектным и красивым, и, конечно же, качество тоже нас волнует, интересует. Вот. Поэтому следите, я все расскажу, покажу, вот, как принимают, где селят, какие услуги, какие цены. Все это будет здесь, в моем видео, на канале. Да, и вот, все-таки... Я так близко уже к своей мечте, я так рада, слушайте, я так переживаю, конечно, треснула по микрофону, конечно же, мне страшно, но, понимаете, какой волшебный момент, наконец-то исполняется моя заветная мечта. Вы просто вдумайтесь, с 9 лет иметь проблемы с зубами, не просто там какие-то молочные зубы с кариесом, а это просто постоянные зубы, которые росли уже с кариесом и отваливались просто по ползуба. Ну, это, конечно, ситуация очень неприятная, и я ее очень много лет пыталась исправить всячески. Вот. И все было безрезультатно и очень дорого, потому что я лечила, оно отваливалось, причем пломбы стояли, а зубы мои отваливались, по ползуба вываливались. Ну, вот такая реальность. Поэтому я надеюсь, что все-таки в этот раз будет эффективнее всех остальных. Здесь нет? Мы не там вышли и зашли обратно. Почему я думал, ты 5? Мы чуть не вышли не на своей станции. Мы вышли здесь и зашли быстро назад. Я уже, конечно, несколько раз всплакнула, пока меня никто не видел. Да, вот. Муж. Я часто плачу? Нет. Ты же Золушка, ты должна привыкнуть к трудностям. Да, на самом деле я очень редко плачу, и даже если я переживаю какие-то эмоции сильные, я очень редко их проявляю. Вот вы иногда так, возможно, недоумеваете, потому что я там не снимаю каких-то таких сопливых, ну, извините, видео, там, где я рыдаю. Ну, я в основном переживаю все как бы внутри, или так немножко всплакну, а потом так, все хорошо. Надо собраться с силами. Наверное, это нам очень помогает, да? Вообще проживать трудности. Ну вот, то, что мы не раскисаем с тобой. Таким бодрячком. Кажется, теперь это наша остановка. Потому что просто... О, терминал 5. Мы так боялись не успеть. В зависимости от того, как он задерживается, это... Просто ремонтные работы какие-то были на пенделе, и мы решили поехать в Орландо Экспресс, чтобы, ну, наверняка и не опоздать. Видосики поснимать. Чтобы не опоздать, и приехали за 3 часа до вылета. До посадки. До посадки. На самолет. Ну, там не за 3, за 2,50. О боже, ребята, понимаете, я в 33 впервые лечу на самолете. Ох, я ничего не знаю. Я надеюсь не потеряться нигде. Например, английский. Да, я не знаю английский, и я надеюсь нигде не потеряться и, в общем-то, найти все, что мне нужно. Вовремя, главное вовремя. Муж, спасибо за телефон.
Вот мы и здесь. Идем к главному экрану. Зачем? Та-та-та. Мой, вот он. Обычно их может быть здесь 4-5 штук. То мой. 13. Надо смотреть по этому ножу. Да, 12,80. Ты помнишь? Да. Как ты запомнила? Просто. Вообще, да, это самое. Посмотрите, это вот мой любимый муж, который постоянно надо мной прикалывается. Память у меня плохая. Класс, ты такой высокий, Зай. Красавчик красивый. Он там такой интересный мальчик. Конечно, на удачу ничего не натирается. Там. А зря. На удачу тебе надо было... Поняли, что муж говорит? Что на удачу мне надо было натирать. Сегодня ночью они там у неживого мальчика. Мы это вставим или вырежем? Да, вот муж мне подсказал, мы онлайн, конечно, сделали. Это очень удобно, потому что вот не хочется стоять в таких очередях сейчас. Это все знают. А я не знаю, я впервые лечу. То есть, если бы ты мне не подсказал, я бы вот там вот постояла, понимаешь? Короче, да, лучше онлайн дома. Понимаете? Я не понимаю, почему все так не делают. Это же так просто. Ну, может быть, не просто для кого-то, может, кому-то проще так. Типа, чтобы ничего не напортачить. Не знаю, что написать. Да, я Миша, да, я мужчина. Там было все-таки много вопросов. Я не знаю английский, потому что на сайте был... В том-то и дело, ты не знаешь английский, здесь будут спрашивать по-английски. А на телефоне переводчик. И автоперевод. Может, и не знают английский. А, ну тогда им проще на сайте. Логика. Смотрите, как он меня терпит. Мои некрасивые пока что еще зубы. Они еще долго будут некрасивые. Еще полгода. Гейт потом красиво. D20. Бери этот гейт. Может, туда уже пойдем? Пойдем. Нам уже нечего. Сидим с бобром за столом. Вдвоем. На завтрак готовим билеты в аэропорт. Муж скажет, блин, ты вообще куку. Он даже не переживает, что там меня это украдут, потому что он знает, что не украдут, да, им придется платить еще мужу какое-то Мне этот ChatGPT нарисовал карту аэропорта, когда я спросил, где находится гейт D20. Да, ChatGPT прикольная штука. Спасибо, муж. Подсадил меня на него. Да, так вот. Он уверен, что если кто-то меня украдет, то им придется еще искать моего мужа и платить им, чтобы вернуть меня обратно, компенсацию. Как в том мультике, помните это? «Гора самоцветов». Баба, как она называлась там? Злая баба или как-то так? А вот еще. Муж говорит, что это про меня. О, мама дорогая, нас только что проверяла полиция. Короче, подошли сначала они к одному дяденьке. Они вообще вот так вот выглядят. Просто в гражданском. Не просто в гражданском, а как настоящий турист. С рюкзачком, сумочкой, в кроссовочках. Да, вообще. Ну, вообще, просто он идеально влился в окружающую среду. Кстати, в Стокгольме это очень распространено. Очень распространено, что охрана и полицейские, они сливаются с окружающей средой. Билетик. Да. И сначала подошли к одному дяденьке, я думала, что что-то... Какие твои важные данные? Важные данные. Так, сначала подошли, в общем-то, к одному дяденьке, я подумала, что что-то случилось, и он прям стоял на стойке регистрации. У меня был один товарищ, как товарищ, просто знакомый, здесь, в Швеции, в Стокгольме. Он жил, я не помню точно, или 20, или 25 лет по-черному вообще. Просто он приехал как на 30 дней, знаешь, и все, остался здесь на 20 лет. Он уже говорил по-шведски, прям вообще, и работал по-черному всю дорогу. Поехал брата встречать сюда, в Орландо аэропорт. Спросили документы. Типа, просто давайте проверим ваши документы, кто вы, что вы. И все, через неделю он уже был в Индии, там дома. Офигеть. 20 лет прожил, и все, и депортация. Давай сюда, мой билетик красивый. Так, да, и подошли потом к нам. Так вот, значит, когда того мужчину проверяли, полицейские, значит, мужчина и женщина, единственное, что я услышала, что он подошел и сказал, I'm police. Типа, предоставьте ваши документы. Я говорю, Миша,
Говорю, смотри, полицейский. Он говорит, да нет, это туристы. У него так... Я видел жетончик, ну что, жетончик, он да. не может с этим жетончиком просто, ну, как ехать куда-то лететь. Я не знаю, как это. А потом подошли к нам. Но нас пропустили. Изменил отношения. Уже началась посадка. Красота. Вот он мой такой большой красавчик. Оторвался от земли. Все, полетел. Все, иду в самолет. Вот уже началась посадка. Завели турбину. Я туда пойду. Please ensure that your seatbelts are fastened, tray tables are in their upright position, and window blinds are open for taxi, takeoff, and landing. All exits and aisle must be clear. Please stow your belongings in the overhead bins or under the seat in front of you. Electronic devices may be used in flight mode. Please put your electronic devices in flight mode now. Devices without flight mode must be switched off for the entire flight. Larger devices like laptops must be switched off for takeoff and landing and stowed in your hand luggage. Do not charge your electronic devices during the flight. Any damage, heating, smoke, or loss of portable electronic devices must be reported to the cabin crew immediately. We would like to remind you that smoking of any kind, including electronic cigarettes, is not permitted. Smoking in the lavatory will activate the smoke alarm. We wish you a pleasant flight. Thank you. Фух, с Богом. Мы сейчас готовимся к взлету. Я немного волнуюсь. Это первый в жизни мой полет, перелет. 33 года, так много всего происходит. Но я держусь. Начали разгоны. Выбирать, конечно. О, боже, мы взлетаем. О, боже, это такие ощущения. Это такие ощущения. О, боже, это страх вместе с красотой. О, боже. Это офигеть, какие ощущения невесомости. Это круто, это круто. Я не чувствую ничего под ногами. У меня дико колотится сердце, но это такая красота в окне просто. От этой красоты замирает просто сердце. Я ничего не чувствую, невесомость, и меня немного трясет. У меня трясутся руки просто. Вы просто посмотрите, как красиво. Я надеюсь, эти люди, которые сидят рядом, они не понимают, что я говорю. Наверное, это было бы смешно меня слушать сейчас. Просто посмотрите.
самолетика. Даже самолетик сзади. Еду. Ну вот, я прилетела. Первые минуты в Стамбуле. Так что я иду на паспортный контроль, Миша. Вот. А дальше посмотрим. Я уже написала, что я прилетела. Сейчас они там расчехлятся. И должны приехать за мной. Стамбул, Стамбул. Так, надеюсь, меня вовремя встретят. Здесь так накурено, просто капец. Курят там все. После Швеции это такой контраст, я не знаю, ну, так ударяет просто в нос. Это ну, вообще очень оживленный аэропорт. Вообще здесь побольше людей, чем в Швеции. Так, ну куда-то сейчас поедем. Вот такой вот трансфер за мной приехал. Смотри. Смотри, какой трансфер приехал за мной. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот Стамбул встречает клиника. Смотрите. Такой трансфер отправила стоматология за мной. Он бесплатно предоставляется, то есть я за него ничего не плачу. Это все предоставляется мне клиникой. Вот я такая, вся такая красивая еду. Скажите мне, что это все-таки правда, да? Сейчас посмотрим, куда меня все-таки привезут. Трансфер бесплатный за счет клиники. Да. Гостиница тоже на 2 дня, но нам 2 дня не хватило, так как у меня очень неудобно рейс вылет отсюда из Стамбула. Поэтому 3-ю ночь в гостинице я оплачиваю за свой счет. Все цены вы посмотрите дальше. Вот моя гостиница, вот мой трансфер и мой чемодан. Встречают хорошо, чемодан забрали. Прохожу регистрацию сейчас. Отель очень хороший, мне нравится. Красиво, красота. Красота, лепота. Боже, я просто не могу поверить, это происходит на самом деле, это на самом деле, боже мой, я в Турции, я в Турции буду лечить свои зубы, представляете? Некрасивые пока что. Ой, ладно. Так, давайте быстренько сделаем рум-тур. 5-звездочный номер у меня, оплачивала это все стоматологическая компания. Вот, я внесла депозит 100 евро, которые мне должны вернуть после
Ну, перед тем, как я отсюда выселяюсь, в общем-то. Посмотрим, давайте, что же здесь на 5 звезд включено. Вот такая вот одноместная у меня комната. Значит, санузел вот такой вот. Все, ну, аккуратно. Аккуратно, чисто. Чисто аккуратно. Смотрите, такие всякие штяшки там у меня есть. Стол. Вот такая шикарная у меня просто кровать. Посмотрите, но самое главное, что у меня есть здесь, это лоджия. Вы представляете? Это лоджия, которая у меня здесь есть. Посмотрим. Вот там впереди мечеть. Несколько минут назад связались со мной из клиники почти в 11 часов ночи. У меня немножко заплетается язык, я устала. И сказали мне, что прием будет завтра в 9:15. Они меня ждут. И клиника находится совсем близко. И мне скинули адрес, так что завтра в 9:15 я уже буду на осмотре. А пока что всем пока. С утра я рано встану, пойду прогуляюсь по городу, потом вернусь позавтракаю и пойду на осмотр. Вот так вот. Спокойной ночи всем. И мне тоже. Тишина здесь просто оглушает. Тут такая изоляция. Если вы хотите приехать в Стамбул и поселиться где-то, где очень тихо, вот это то самое место. Здесь просто ничего нет, никаких звуков, никаких шумов. Красота. Я очень хочу спать, так что спокойной ночи всем. Пока. В таком красивом зале был подан завтрак. Очень много всего, я объелась просто. Вот это какой-то красивый очень проспект.
очень непривычно то, что постоянно все сигналят. Светофор ждешь сравнительно долго, нет никакой кнопки нажать, типа, чтобы перейти дорогу. Вот, люди бегут на красный, водители сигналят и ездят не по правилам, это капец. Я не знаю, как здесь штрафы, какие они вообще и за нарушения. Но то, что я вижу, это, да, кто-то просто прорывается, прямо со светофора едет, и кто-то, ну, в общем-то, да, нарушают очень. Водители маршруток, проезжая остановки, сигналят засыпающим, ожидающим пассажирам на остановках. В общем, ну, колорит Турции. Карта мне показывает, что моя клиника находится где-то вот там вот. Сейчас я перейду дорогу, пойду туда смотреть. Аднан-центр называется, представляете? Вот так вот. Вот я вижу вывеска Омер Стамбул. Такое вот здание. Вот. Иду сюда. Я отдала свой паспорт, оплатила регистрацию на прием. Есть там кто-то? Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, сколько пациентов в месяц обращаются в вашу клинику? Приезжают или которые обращаются? Которые обращаются за лечением. За лечением за месяц только одного пациента, там консультанта около 200 пациентов обращается, но у нас больше 100 консультантов, и можно сказать, что больше 2000. 2000 человек в месяц обращаются за консультацией? Да. Ага. А на лечение приезжают? На лечение приезжает около 700-800 человек за месяц. Это большие цифры. Да, это большие цифры. У нас клиника большая, как вы видите, да. И больше 15 врачей у нас, 2 имплантолога, а остальные все косметологи, которые ставят коронки и винир. Скажите, пожалуйста, преимущественно с каких стран к вам едут? Ну, из Германии, Франция, Америка. И остальные европейские страны, ну, там Голландия, Швеция, Швейцария. Ну, украинцев много приезжает? Украинцев, да, которые находятся в Европе. У нас основные по русскому украинцы, 90%, которые находятся в Европе. Но из самой Украины тоже есть пациенты, так как сейчас там нету стоматологии, они приезжают к нам для лечения. Ну, как вы знаете, в Европе очень дорогая стоматология, и поэтому очень много людей ищут качественную стоматологию, протезирование, и за не очень большие деньги. Да, кажется, благодаря им мы уже стали один из самых лучших не только в Турции и Европе, не только по стоимости, а по качеству тоже. Например, в Европе один врач делает и импланты, и коронки, а здесь не такое, у каждого свой профессиональный есть. Как вы можете сказать, клиника Омер Истамбул, она конкурентоспособная в ценовой категории и по качеству среди других известных? По качеству, да, но по цене у нас более дешевле, чем многие знаменитые клиники. Скажите, пожалуйста, максимальное количество визитов для голливудской улыбки к вам и минимальное? Минимальный один, если есть все зубы, только хотят голливудскую улыбку. А максимальные 3 и 4 иногда бывает. Это зависит, ну, скажем, если у пациента уже долго отсутствуют зубы, там костная потеря большая бывает, и нужно будет сначала там пересадка костей сделать, и в втором визите устанавливать имплантант, третий визит уже новая улыбка. Супер. Ну, это все-таки очень хорошо, потому что некоторые люди ходят к стоматологам годами, вот я, например, а результаты не имеют, поэтому лучше все-таки 3 раза прилететь и получить уже готовый результат, красивый и качественный. Правильно?
Мне сделали рентген, и вот пока я ожидаю сейчас доктора, приготовили мне кофе здесь, я жду, что будет дальше, потому что, конечно, это какой-то ужас. Я знаю, что у меня очень плохое состояние зубов, но сейчас, посмотрев снимок рентгена, я в очередной раз просто ужаснулась, и я сейчас жду, когда придет доктор, он проведет еще такой визуальный осмотр и будет говорить, что будет делать дальше. И здесь в клинике очень много медперсонала говорит на русском языке. Плюс ко всему еще пришел переводчик дополнительно ко мне, и все как бы мне говорило, что нужно делать, если кто-то из медперсонала не говорит по-русски. Вот. Так что очень удобно, никакого дискомфорта, все объясняют, что как стать, что снять нужно с себя. В общем-то, проблем пока нет с языковым барьером. Нет. Buraya iki tane implant yaparız. Tamam mı? İki implant buraya, iki implant buraya. Bunu niye çekelim? Birincisi üstü kırılmış, buna kanal, post yapmak lazım. Ucunda enfeksiyon var. Eğer ki iyileşmezse ileride de başına bakacağı için buralara ikişer implant yapacağız. Ön tarafa da kaplamalarını yapacağız. Tabii ama bu dişlerde çok fazla dolgular ve Arap dolgular olduğu için kanal tedavileri gerekecek. Yani 1, 2, 3, 4 tane falan muhtemelen sayı artabilir. Alt taraf için durum böyle. Şimdilik bu kadarını anlatalım. Bir de birkaç eklemem olacak alt taraf için. Доктор говорит, что на данный момент, говорит, сюда нам нужно два импланта поставить, с этой стороны тут нужно удалить. Почему? Потому что, во-первых, он сломанный, он скошился уже, и здесь у него есть инфекция. Мы можем, говорит, удалить канал, говорит, поставить на штифте, который его носит. Но, говорит, потому что, говорит, будет, говорит, болеть, бухать, и это желательно. Не надо. Поэтому лучше его удалить, сюда поставить тоже два. На нижней части есть много пломб, поэтому он сказал, что на 4 зубах у вас будет дисканалом. Нужно пролечить, потому что глубокий пломб есть. Да. Это же. Tamam. Şimdi üst taraf. А верхней части, получается, здесь у вас есть корень, это восьмерка, ее нужно будет удалить. Здесь глубокая, ну, уже есть кариес, очень глубокий. Плюс глубокая пломба есть. Здесь у вас есть инфекция, поэтому ее уже лечить и держать ее это бессмысленно. Поэтому его нужно будет удалить. Сюда поставить два импланта. Чтобы установить имплант, нам нужно синус приподнять, потому что он опущенный, и нарастить. Если мы поставим имплант, мы можем задеть синусную оболочку. Поэтому сюда синусный идет, наращивание и имплант. Здесь у нас также есть старые глубокие пломбы. Тоже также примерно 4 зуба будет нужно или же 5. Это говорит, может быть, по следующему году может быть больше. Вот. Отсюда будет коронки. Говорит, что сюда говорит, может не хватает только восьмерки. То есть восьмерка это у нас зубы мудрости, а мы и так этими не пользуемся, очень удаляем. И сюда, говорит, нужно будет, не нужно будет ставить один имплант. Почему? Потому что мы здесь заканчиваем. Здесь будет два импланта, и они будут на одном уровне заканчиваться. Поэтому говорит, это не нужно. С другой стороны, если вы скажете, нет, я хочу поставить один имплант, здесь нужно будет тоже синусный лифтинг делать, наращивать, и сюда один, на самый последний зуб ставить имплант, это бессмысленно. Если когда у вас здесь, например, из зубов что-то случится, и его уже это последующие года, например, 5-6 лет, да, например, тогда можно будет его ударить и сюда поставить два импланта. От импланта к импланту сделать носик будет более лучше, чем на один имплант. То есть это бессмысленно на коренной зуб ставить один имплант. Я поняла, но вот то, что сейчас вот предлагает доктор, это лечение, это если вот, качественно все пролечить, установить, это вот какой примерно период можно проходить с этим? Ну, вот. Импланты у вас до конца жизни у вас будут. Может, единственное, нужно будет менять коронки. То есть вот на те зубы, которые остаются пролеченные, там будут коронки? Да. Коронки, у нас есть 10-летний гарантия, поэтому как бы это вы можете в течение 10 лет, когда у вас что-то, вы можете приехать и полностью. Ага, отлично. То есть если я выполняю все рекомендации по уходу, я приезжаю и замена происходит бесплатно? Каждый год или же отправлять рентген, фотографии, что у вас все хорошо, чтобы не проверяли, или же приезжать каждый год сюда на контроль. На правой стороне нижняя часть у вас кость довольно тонкая. С этой стороны еще более толще, чем здесь. Здесь у нас проходит нерв. На вот эту часть, это по рентгену так, вот то, что он посмотрел, пощупал, да, это, есть вариант, что мы сейчас, говорит, сделаем томографию,
И по томографии посмотрим, говорит, если, говорит, кость будет достаточно, то есть она будет по толщине достаточно. Бывает, что кость плотная, но тонкая. Бывает, что толстая, но мягкая. Поэтому по томографии, говорит, посмотрим. Если будет возможность, говорит, поставить на этот раз сюда, вот именно вот эта часть, импланты, тогда, говорит, поставим. Если нет, говорит, нам нужно будет здесь нарастить блоками, чтобы увеличить кость. И на втором сеансе у вас будет, это будет через 6 месяцев, так как у нас будет в этот раз, через 6 месяцев вы приезжаете, сюда будем устанавливать импланты, и на третий сеанс у вас будут коронки. То есть есть возможность того, что у вас будет 3 сеанса, не 2. Это из-за того, что здесь просто кости мало. Также здесь, из-за того, что здесь есть инфекция, тоже есть возможность того, что мы немножко уберем, почистим. Нужно будет во время операции уже посмотрим, как, может быть, нужно будет его почистить, нарастить и посмотреть, как бы полностью прочистилась ли эта инфекция. Если, говорит, у нас получится, говорит, то, что человек посмотрит и скажет, что все окей, все нормально, то можно будет поставить. Если нет, говорит, Поставить сразу импланты, имеете в виду? Да. А если нет, говорит, тогда тоже будет 3 сеанса. Сейчас все по томографии посмотрим. Окей. Потому что у нас то, что он говорил, что здесь есть инфекция. Если вы почистим канал, если вы последующий, получается, ваш сеанс, если вы будете приезжать, мы будем проверять эту инфекцию. Если она уменьшилась, то есть резекция корня. Есть такая процедура. Они будут через кость отсюда убирать вот это место, вырезать как бы, да, убирать полностью, если она уменьшится. Если, говорит, мы будем отслеживать, смотреть, что она совсем уже ушла, тогда это будет хорошо, говорит, то не нужно будет ее делать. А если нет, тогда нужно будет, говорит, во втором сеансе, уже в третьем сеансе нужно будет резекцию корня провести здесь. Это тоже последующий день будет ясно. Скажите, это самая страшная ситуация, с которой... Нет. Потому что, я смотрю, это просто кошмар, я не знаю. У меня проблема, это с 9 лет я постоянно... стоматолог лучший друг, но не помогает. С 9 лет. Так у вас, наверное, это... Как говорят, да, наследственно. Да. Моя мама тоже в 30 лет уже без зубов была. И очень сильно после родов. Очень сильно посыпались. Да. На первом сеансе сейчас по томографии мы посмотрим, говорит, но в любом случае, говорит, будет вполне возможно, будет давно чистка, получается, инфекции. Здесь каналы. И может быть, говорит, я, в принципе, как не писал, все равно томография покажет. Если нужно будет вернуть блок поставить. Я правильно понимаю, сейчас вот эти вот зубы, где нужно прилечивать каналы, они будут ставить туда временные пломбы, да? Или как? Да, конечно. После каналов там все равно будет закрываться, они будут открыты, он будет разболеть. Спросите, пожалуйста, не легче это все вообще удалить и поставить полностью импланты, да? Hocam, diyor ki tamamen diyor çekip diyor tamamen diyor implant yapsam ne olur diyor. Ya şöyle, Daha kolay olmaz mı diyor. daha kolay olmaz. Bir de yaşı çok genç, yani gencecik insan hani bu yaş için bu uygun değil. İleride yol geçtiği sonra 20 yıl sonra bunu düşünebilir ama şu an için iş kökleri de iyi, yani işler sağlam sallanmıyor, enfeksiyonları var ama iyileştireceğiz bunları, zaten iyileşmeyecek olanları çekeceğiz. O yüzden şu an için öyle bir şey onun için çok mantıklı olmaz. Çok uzun ömürlü de olmaz, ileriye dönük yani o yaptırabileceği bir tedavi daha olması, ona bir tedavi şansı daha vermek daha mantıklı bir şey. Он говорит, по возрасту вашему, вот, например, сейчас, как нежелательно, ну, как бы, неправильно будет. Лучше, как молоденького, лучше, как свои зубы, говорит, пролечить. У нее, говорит, только инфекция, говорит, поэтому, не увеличивайте, как бы, эту проблему. Наверное, нормально, говорит, мы пролечим, говорит, почистим, все нормально. Окей, спасибо. А это вы сможете уже полностью удалить и поставить остальные, как бы, импланты, это уже, ну, лет через 15. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, можно вас опубликовать в YouTube на своем канале? Спасибо. Не знаю, может, вы против. А доктора? Спасибо. Спасибо. Kendi kanalında bizim şu an canlı kayıtını onda da yayınlamak istiyor. Benim için mahsuru yok. Oh, спасибо. Thank you. Из обследования обнаружили у меня кисту здесь вверху, с правой стороны. С правой стороны вверху киста. Очень много зубов с инфекцией. Передние зубы, верхние
с инфекцией. Здесь тоже инфекция одного зуба. Короче, очень-очень большие такие, на мой взгляд, проблемы. Хотя они говорят, что это не самое страшное. Но, вероятно, мне придется ехать 3 раза сюда. Сейчас это уточняется. Сделали еще один снимок. Хирург сейчас смотрит его. В этой части, значит, снизу, левая часть, у меня очень утончилась кость. Правая как бы еще более-менее сторона, а вот левая плохо. То есть сюда под вопросом, можно поставить сейчас штифты или нельзя. Не штифты, а, ну да, в общем-то, импланты в десну. Либо же придется наращивать сейчас здесь кость. И с этой стороны возможно тоже. И через 6 месяцев ехать, когда оно заживет уже, ехать ставить сюда импланты. И после имплантации шурупов самих тоже пройдет какое-то время, 4-6 месяцев, и тогда уже только будут ставить коронки на все зубы. А с этими зубами передними тоже будет решаться, потому что здесь инфекция, если получится ее пролечить, они будут смотреть. Значит, они просто поставят коронки, сохранят их, а если нет, ну, дальше уже будет видно. В общем-то, такие дела. Если вас интересует вопрос, страшно ли мне сейчас или вообще в целом, когда я летела сюда и к приезду в клинику, конечно же, мне страшно. Мне очень страшно. И меня вдохновляет и дает мне огромную поддержку и опору. Это моя семья, мой муж. За все время, сколько мы были вместе, он всегда меня поддерживал. Никогда не было такой ситуации, чтобы он меня не поддержал в чем-то важном, в чем-то, что необходимо в какой-то трудной ситуации. Всегда. Он всегда приходил на помощь, даже если мы ссорились с ним. Всегда был рядом. Конечно, мне сложно сейчас, потому что я здесь одна, без него. Но у нас нет других вариантов, потому что у нас 4 детей, которые остались дома, а с ними нужно кому-то быть. А с ними остался муж. Муж продолжает ходить на работу, потому что он единственный кормилец сейчас у нас. Если он не будет работать, у нас не будет средств к существованию. Так что это вынужденная мера, это необходимость. Он кормит нас всех, он обеспечивает нашу семью полностью. Он дает нашей семье больше, чем нужно для просто какого-то минимального порога. Он просто полностью отдается нашей семье. Поэтому я тоже должна быть сильной. Внизу, как он уже и тот доктор сказал, что да, там кость очень-очень маленькая. Сейчас хирург посмотрел, говорит, там долгое время, говорит, не было зубов, и кость не питалась. Поэтому, говорит, ее очень мало. Будет 3 сеанса, к сожалению. И доктор говорит, что если мы, говорит, когда вот сейчас блоками поставим наращивание, говорит, если, говорит, оно придет то количество, которое нам нужно, я поставлю 2 импланта. Но если нет, говорит, я вполне возможно, что будет только 1 имплант. Туда просто побольше коронок поставят, чтобы совмещало вот вверх с низом, все будет. То есть это будет известно на 2-м сеансе. Так как, говорит, возраст, говорит, у нее еще молодой, говорит, было бы, говорит, 50-60, говорит, я бы, говорит, просто поставил, нарастил бы имплант, ему там на 10-15 лет хватило бы. А сейчас, говорит, нам нужно на долгое время, и, говорит, чтобы у нее был имплант. Поэтому, говорит, нам нужно, говорит, на 3 сеанса, и хорошо сначала найти то количество, говорит, кости. Справа и наверху тоже, говорит, синус лифтинг, говорит, в этом сеансе делать не буду, говорит, потому что там есть, говорит, инфекция, говорит, я почищу, говорит, получается удаление зуба, чистка кисты, и туда наращивание сейчас ставить не буду, потому что, говорит, киста, когда почищают же, потом, говорит, наращивание сделаю, эта киста может просто съесть эту кость, потому что она не натуральная же, не своя кость же.
нарощенные. Поэтому, говорит, я, говорит, ее вот на следующий сеанс, вот на втором сеансе, говорит, вместе с синус-лифтингом буду делать наращивание, говорит, и сразу, говорит, устанавливать имплант. Поэтому у вас будет 3 сеанса. То есть, возможно, да, сразу и наращивание, и имплант за один прием, это тоже применяется? Это в следующий раз будет. Да. То есть применяется... Просто наращивание же у нас есть 2 вида. Наращивание песком костным, есть наращивание блоками. Блоки это самые как бы натуральные, берется у самого человека отсюда. Они вырезают немножко кость. Костная пластика, то есть Да. с другой стороны берется туда. Отсюда берут ее и сюда устанавливают. Вот, поэтому, ну, это самое более натуральное, своя кость лучше, она быстрее втянется и будет больше ширины. Это нормально, да? Все так это практикуется. Я переживаю. Herhangi bir rahatsızlığı düzenli kullandığı bir ilaç var mı? Аллергии, давление сердца. В порядке. Olacak. 2-2,5 saat arasında değişir işlem süresi. Sonra bunu alıp vidayla buralara eksik olan yerlere vidayla tutturacağız. Он сейчас показывает, откуда будут вырезать кость, получается, с левой и с правой стороны. Ее будут вот сюда прикручивать маленькими болтиками. И как бы песком наращивать будут уже открытые эти щели. Боитесь ли вы это уколов? То есть мы можем вас усыпить, доктор поэтому спрашивает. Нет, я уколов не боюсь, главное, чтобы не больно было. После анестезии боли не будет. Будете чувствовать, что у вас, то, что он будет вырезать, то, что он будет молоточком, например, открывать кость будет. Это вы будете, вы чувствуете, что что-то делают, но ничего не будет чувствовать боль. У вас есть вопросы? Нет, вопросов нет. Доктор говорит, что если вы хотите, чтобы вас усыпили или нет, потому что нам нужно передние, где у вас есть инфекция, на них тоже сделать каналы вот в этот сеанс, чтобы уже в следующем сеансе нам посмотреть, насколько она уменьшилась, насколько она там или совсем ушла. А как лучше будет? Вот как он считает, как будет лучше? Если вы как бы скажете, нет, усыпите меня, во-первых, по деньгам это 700-800 это стоит. Плюс вам нужно будет сегодня, мы сегодня взять не сможем, потому что там где-то за 6 часов нужно не есть, не пить уже до операции. Все, давайте просто под наркозом, ну, в смысле, обезболивающее, да, все, да. Ну все, тогда сегодня наркозом часа 3 можете взять, до этого времени вы можете перекусить, немного поддохнуть, 3 часа осталось, потом уже... 3 часа до операции. Хотела спросить сразу, пока не могу говорить. Рекомендации есть какие-то распечатанные, как вот после операции, что там, ну, как вот полоскать, не полоскать, чем-то даете? Что такое? Все даете? Да. Отлично. Дадут обязательно рецепт. Этот рецепт мы вместе с вами сходим, купим, и я вам все объясню, как делать. Отлично. И какую еду, что это? Где? Из еды это все через блендер можно прочитать, просто кушать. Да. Я поняла. Посмотрите, какие строгие правила в Турции входа в торговый центр. Вот сзади меня стоят рамки. Я положила свой рюкзак, положила свой телефон и прошла через рамку. Здесь это обязательное условие для всех, для входа. Вот такие вот меры безопасности. Смотрите, какой красивый музыкальный фонтан. Я пришла в торговый центр, но пришла я сюда не на шопинг, а я пришла сюда покушать, потому что через 2 часа у меня назначена операция, и мне нужно что-то поесть перед операцией. Так вот, я иду на верхний этаж, мне посоветовали в клинике, что там весь этаж – это, в общем-то, еда, которую можно поесть, уже готовая. Вот поэтому я туда иду, и мне надо хорошенько поесть, потому что операция сама будет длиться 2,5 часа. Начнется она в 3 часа, будет длиться 2,5 часа. И после операции нельзя будет кушать примерно 6 часов. То есть довольно-таки продолжительный период, который я не смогу поесть. Поэтому мне надо сейчас где-то хорошенечко подкрепиться. И в бой. Здесь просто так накурено, везде в Турции ужасно накурено, в торговом центре накурено, просто кошмар. Здесь везде находится, у меня, даже слезятся глаза от этого, я вам серьезно говорю. И здесь находятся маленькие дети, это совершенно никого не смущает, это просто малыши, просто вот такие вот малыши здесь сидят,
Вообще никого не смущает. Здесь курят просто... Я не знаю, как это возможно. Здесь нечем дышать просто. Меня закладывает нос от запаха сигарет. И везде, причем везде. Просто куда бы ты ни пошел, везде накурено. Везде все курят. То есть нет никаких запретов, нет никаких ограничений на курение. Это ужасно. Так, вот в это кафе Мадо я сейчас иду. GPT-чат составил мне меню. Сделал рекомендации, чтобы заказать здесь, именно в Мадо, вернее, с учетом предстоящих стоматологических процедур, операции долгой. Посоветовал мне меню, сейчас иду заказывать его. В общем-то, очень странно, потому что в Мадо не оказалось того, что мне советовал чат GPT, а советовал мне что-то нежирное, такое типа как куриная грудка с рисом, чтобы и сытно, и желудок особо не нагружать, чтобы не было никаких там рвотных рефлексов, все такое, в общем-то, что очень важно, понимаете. Вот, поэтому мне показали на ресторан, который находится напротив. Сейчас пойду туда, узнаю. Пришла в этот ресторан, потому что в другом не оказалось, вот яме. Вот так. В другом не оказалось того, что я ищу, так что я заказала здесь салат с курицей, рис и айран. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Мой рис и айран. А салат еще нету. Подъехал мой салат, рис, который я уже доела. Салат приехал поздно. Поближе сделайте, поближе. Дом. Да, они там, ну у них комнатки такие, дверки. Высота. Видите, пошла у меня отечность, уже с двух сторон появилась. Лицо распухло. Что сегодня делали? Здесь, внизу, с правой и с левой стороны проводили забор моей собственной кости. Вот из этого участка достали и сюда пересадили. То же самое здесь достали, сюда пересадили. Закрутили шурупами и наложили очень много швов. Это внизу. И удалили мне здесь один зуб. Или то, что от него осталось. Он уже был очень сильно искалеченный весь, уже не поддавался никакому лечению. Было заражение корня. В общем-то, можно, конечно, было его пролечить, как они мне сказали, но неизвестно, как он себя поведет. И, возможно, он не поддастся лечению, либо заявит о себе снова об этой инфекции. Там через год, допустим, и придется переделывать полностью все, что планируем здесь сделать. Поэтому решено его удалить сразу, чтобы он не мешал дальнейшим планам. Наверху здесь вот было удалено 2 зуба, 1 пенек и 1 зуб, который очень сильно раскрошился стремительно. Он уже не поддавался лечению. Так же самое была здесь киста.
Здесь очень большой очаг заражения, инфекции. То же самое, было принято решение удалить, потому что, как и в случае с этим зубом, можно было пролечить, но оно того не стоило. Мог заявить просто спустя полгода или год о себе, и пришлось бы все равно его удалять. Что планируется на завтра? Осмотр, оценка ситуации. Передние 2 зуба нужно. Вот так вот. Это на завтра. А пока что я ложусь спать. Переводчики здесь есть, присутствуют. Из многих языков. С этим проблем вообще нет. Другой консультант, который ответил мне на некоторые другие вопросы, я с ним записала небольшое интервью. Я не успела спросить у него все, что я хотела, потому что я там не один пациент, и время очень ограниченное. Мне нужно было ходить на осмотры и так далее, делать разные снимки. А, соответственно, тому парню нужно было ходить и консультировать других пациентов, которые приходят, а их в клинике действительно очень много пациентов, на самом деле много обращаются. Возраст моего возраста, молодые люди, и пенсионного возраста тоже. И мужчины, и женщины разных национальностей. То, что я видела. Значит, приезжают сюда очень многие люди, да, на самом деле. Так что вот такие вот дела. Буду держать вас в курсе, рассказывать вам о своем лечении. Вот. Напишите, что думаете об этом. Сталкивались ли вы с таким? И если вы проходили лечение в этой клинике, напишите, как у вас обстоят дела. И сколько лет назад вы делали здесь лечение. И какие процедуры к вам были применены. Я далее расскажу про все цены. Какой у них прайс. Конечно, сумма у каждого это индивидуально. Все зависит от того, какие конкретно процедуры будут применяться конкретному человеку. Вот. Но в целом у них очень хорошее соотношение цена и качество. И то, что они выбрали для меня, это может показаться, конечно, это нелегкие операции. Это нужно все, как говорится, найти в себе силы, это все пройти. Но я настолько намучилась со своими зубами, что я очень хочу получить конечный результат. У меня слюни вываливают. Вот. Я очень хочу увидеть, как это будет. Я очень хочу улыбаться красиво. Я хочу использовать губную помаду. Но в данный момент для меня это выглядит ужасно. Я очень не люблю краситься из-за того, что любая помада подчеркивает только все эти недостатки моих зубов на данный момент, все эти трещины и так далее. Вот, и как вы видите, ситуация с моими зубами очень серьезная. Изначально думали, что мне понадобится 2 визита, но оказалось, что у меня с 2 сторон истончение кости на нижней челюсти. И доктор, видите, мог бы просто поставить импланты, но они мне объяснили, что так как я молодая, такой возраст, что мне нужно выбирать в первую очередь еще здоровье. И, конечно же, на здоровье строить эстетику, а никак не наоборот. Потому что если сейчас он сказал, что было бы, допустим, мне лет 50, можно было бы на эту кость посадить имплант. Но что потом? Так как мне не 50, а 33, он говорит, допустим, если вам понадобится поменять этот имплант спустя 10 или 15 лет, у вас просто не на что будет его сажать повторно. И после, уже через 10-15 лет, с вашими деснами невозможно будет просто ничего сделать. Уже невозможно будет повернуть время и нарастить, потому что процесс этот необратимый. Наращивать нужно по срокам до 5 лет после удаления зубов. Вот. И у меня как раз уже, знаете, сроки-то подходили. Поэтому заботьтесь о своем здоровье. Вот видите, как я не делайте, откладывать все на потом. Хотя я лечила свои зубы, но то лечение, которое я выбирала, оно было неэффективным. Выбирайте хороших докторов, выбирайте правильные клиники, выбирайте тех, кто вам сделает не эстетику за ваши деньги, а в первую очередь позаботится о вашем здоровье, о правильном прикусе. Кстати, правильный прикус — это вообще отдельная тема. Они мне тоже будут формировать, получается, правильный прикус, потому что у меня полетело полностью все. Сейчас вообще невозможно говорить о каком-то правильном прикусе, у меня все неправильно. И если вы хотите, чтобы у вас в дальнейшем не было никаких щелчков в челюсти, не болела голова ваша, потому что из-за неправильного прикуса тоже являются часто головные боли, это проблема. И многие люди даже не знают, откуда они берутся. Так вот, по этой причине вам нужно выбирать правильных докторов, которые сначала позаботятся о вашем здоровье и самочувствии, а потом вам сделают красивую эстетику, чтобы вам было вдвойне хорошо.
Потому что все, что делали мне, разные доктора, разные клиники, как видите, результат получился не очень хороший. Да, они мне лечили зубы, но это лечение, как я сказала, мало того, что оно было неэффективным, так и у меня, допустим, я пломбировала или лечила, да, там, смотря какое лечение нужно было моих зубов, в дорогих клиниках и в дешевых. И почти во всех случаях была самая основная одна проблема. У меня очень мягкие зубы, пломбы все оставались, а зубы отваливались, просто по ползуба вываливалось. Нужно было раньше мне подумать о том, что нужно надеть на них коронки. Не бояться слова коронки, потому что это уберегло бы много моих зубов. И, возможно, то, что сейчас было вынужденной мерой, пересадка кости, возможно, она бы мне и не понадобилась. Но, как говорится, теперь я знаю. Но вы так не делайте, как я. Посмотрите на мой опыт и сделайте по-умному теперь. Вот. Всем я вам желаю здоровья, здоровых зубов, красивой улыбки. Доброе утро. Я проснулась. Лицо немного опухшее. Начали появляться синячки небольшие. Синячки. Вот. Но это не так сильно, как я себе представляла. Но я, конечно, полночи прикладывала лед и спала правильно. Полусидя. В полусидячем положении. Всю ночь. Это помогает, нужно на 2 подушечках. В общем, это помогает, чтобы не отекало сильно лицо. Чтобы голова была повыше, нужно было. Теперь я иду завтракать. Вот так вот я кушаю. Рот открыть сильно невозможно. Да и языком особо там не поводишь. Поэтому у меня йогурт. А все, просто глотаешь. Желательно, чтобы даже не попадала на шею. Как утка. Привет всем из солнечного Стамбула. Я вам здесь рассказываю про свое лечение. Простите мне мою ужасную дикцию. У меня прооперирована большая часть ротовой полости на данный момент. Так что вам придется либо ускорить это видео, либо набраться терпения и слушать. С чего начался мой путь в клинику Омар Dental и Стамбул? Все началось с того, что я познакомилась на СФИ с 2 девочками, украинками, и отметила очень красивые их зубы. У меня эта проблема очень сильно наболевшая. С 9 лет я мучаюсь постоянно с разрушением, стремительным разрушением зубов. В 11 лет у меня уже почти не осталось ни одного зуба, в котором не было бы пломбы. В общем-то, стоматолог мой лучший друг. В кавычках. Очень много было потрачено денег на это все. В основном все, что предлагалось мне, было неэффективным. Единственное, от чего я отказывалась в силу своей глупости, от коронок. Когда мне предложили поставить коронки на зубы, которые разрушаются, я отказалась. Возможно, если бы я поставила их, то я бы сохранила некоторые свои зубы.
Одно время просто я полечила эти зубы у не очень хорошего стоматолога. И я так предполагаю, что он просто не долечивал зубы, специально оставляя какую-то либо инфекцию, либо кариес, что в итоге привело к тому, что зубы у меня продолжали разрушаться, но я думала, что все хорошо. Где-то спустя полгода я начала замечать эти признаки, они стали появляться внешне. Тогда я начала уже перелечивать опять снова все зубы свои, которые... Они у меня все страдают, страдали. Я их начала перелечивать в более дорогой клинике. Платила там за $500-800, платила за пломбу, просто обычная пломба. И они действительно делали очень хорошо свою работу, но у меня очень плохие зубы. Поэтому мне это помогало только частично. В основном происходило следующее. Пломба, она оставалась, а зуб разрушался дальше. И обычным вот таким лечением, пломбированием зубов невозможно было решить мою проблему. Потом мы начали заниматься бизнесом, вкладывали туда все деньги, я на себя забила, думаю, я подожду немного, пройдет время, и я обязательно займусь собой. Время шло, а время летит очень быстро. И, к сожалению, я потеряла очень много зубов, особенно жевательных, потому что они разрушались очень быстро, откалывалось просто по ползуба. Особенно после родового в период кормления, они становились мягкими, они без того у меня очень плохие. А в период родового кормления это была особенно уязвимая часть тела. И я их потеряла. Потеряла я их, и вот мечтала, что я однажды займусь комплексным этим лечением. Не знала, каким, не знала, какое лечение мне подойдет. Я думала, что у меня уже самая плачевная ситуация, которую только вообще можно представить себе. Вот. Но когда я увидела этих девчонок, их улыбка потрясающая просто, я почему-то сразу подумала, что они лечили в Турции. Я к ним подхожу, говорю, девочки, скажите, признавайтесь, где лечили зубы? В Турции? Они говорят, да, в Турции. Я говорю, я от вас не отстану, посоветуйте мне клинику. Расскажите, довольны, недовольны, как вообще? Девчонки рассказали, что они сделали здесь, вместе, вдвоем, в этой же клинике обе. Они очень довольны результатом. Очень многим людям в дальнейшем они порекомендовали эту клинику, и очень многие люди сюда приехали, воспользовались услугами данной клиники. Кстати, хочу сказать, что отметить этот факт, что клиника бесплатно предоставляет трансфер и гостиницу, причем в непосредственной близости к клинике, чтобы человек, особенно те, кто не знают Стамбул, нигде не потерялся, не заблудился. Вот, переходя через дорогу, впереди здесь метров 50, и пройти 50 метров еще по другой улице через дорогу, оказываешься прямо в клинике. Здесь все рядом. Очень, очень удобное расположение, торговый центр рядом, можно сходить пошопиться, если хотите. На верхнем этаже в торговом центре это полностью еда, разные заведения, там можно вкусно покушать, что я вчера, в принципе, там и сделала. Вот. По этой стороне находится местная университетская поликлиника, в которой мне вчера ставили 2 укола от отечности, антибиотик и обезболивающий. Вчера мне там поставили. И рядом аптека. То есть все необходимое, оно вот здесь. В этой гостинице есть все. Это 5-звездочная гостиница. Здесь есть и бассейн, и тренажерный зал. Я, конечно, никуда не ходила, потому что у меня просто на это все нет времени. Я запланировала себе сходить на рассвете, поснимать красиво набережную и, в общем-то, красивые мечети, красивые места, но план лечения мой изменился. Почему? Почему изменился план лечения? Я сама виновата в том, что в клинику предварительно, будучи еще в Швеции, отправила не снимок зубов панорамный, как должно было бы мне сделать. Я сделала только фотографии. Просто собственноручно я их сняла на свой телефон и отправила. Конечно же, конечно, мы все понимаем, а особенно я понимаю, что в моей ситуации, что у меня давно была уже потеря жевательных зубов,
Но, слава богу, не так давно, что есть возможность их восстановить, потому что многим людям, к сожалению, эта клиника отказывает. Я знаю такие случаи, со мной поделился консультант и рассказала, что бывают случаи, когда у людей уже атрофирована очень сильно кость, верхняя или нижняя, в основном нижняя, конечно. И не получается, нет никаких решений, клиника за это не берется. Поэтому я считаю, что мне очень сильно повезло, буквально бы, может быть, еще бы годик какой-то, и невозможно было бы что-то предпринять и что-то сделать с моей, ну, наверное, нижней челюстью, я так думаю, потому что с верхней все-таки дела обстоят получше. И когда мне здесь уже на месте сделали снимок, да, ну и, конечно, дома мне предварительно по фотографии, конечно, предварительную оценку сделали по стоимости совершенно другую. Опять-таки, я уже сказала причину, по которой это было. Я неправильно предоставила в клинику информацию. Соответственно, клиника неправильно рассчитала лечение. Когда я приехала сюда, на месте стали меня обследовать. Сделали сначала один снимок, доктор посмотрел. Дальше я здесь закреплю видео, что он сказал, какие решения он предложил. Было как бы всего несколько вариантов, но мне очень понравилось, что доктор подошел с точки зрения здоровья, с точки зрения долговечности и качества. И уже завершающий этап – это красота. То есть они увидели сначала, что у меня очень сильно истончена кость, очень сильно, очень много проблем было с зараженными нервами. У меня был здесь флюс в этой части. У меня также инфекция на верхних передних зубах. Это сегодня будут процедуры по устранению этой инфекции передних зубов. Вот. Так что же мне порекомендовал доктор? Он сказал, говорит, если бы вам было лет 45-50, можно было на вашу кость, как она есть сейчас, поставить имплант. И вы бы с ним дожили. Но так как вы молодая, говорит, понимаете, если мы сейчас поставим имплант на вашу истонченную кость, что может произойти? Значит, клиника дает гарантии 10 лет на свою работу. На свои импланты, на коронки, на работу в целом. Если ты, конечно же, придерживаешься их рекомендаций. Всех. Вот. Но бывают, конечно, другие случаи. Бывает, что просто организм отторгает, и это уже просто другая тема. Мы говорим сейчас конкретно за работу клиники, да, и вот. Так вот, доктор говорит, если представим такую ситуацию, что вот мы вам поставили на эту истонченную кость имплант сейчас, чтобы не делать дополнительных хирургических вмешательств, которые мне провели вчера, а именно пересадка собственной костной ткани. Хотя бы, не знаю, дай бог, я очень надеюсь, лет на 10 просто забыть за свои зубы. Ну, конечно же, мне придется посещать стоматолога, периодически проверять, делать, значит, панорамные снимки и отправлять в эту клинику, либо же раз в год посещать конкретно эту клинику, чтобы они проводили обследование и контролировали ситуацию полностью всю. Вот. Значит, вот эти костные блоки мне перенесли сюда, использовался мой материал, и доктор говорит, так как может случиться такое, что мы тебе сейчас на твою утонченную кость поставим имплант, и через 10-15 лет, возможно, что-то случится, не факт, конечно, но возможно, понадобится тебе убрать этот имплант и поставить другой, а ты уже не сможешь. Кость, она ссыхается, когда нет зубов, зубы натягивают на кость, витамины из организма. Как только нет зубов, происходит как бы мумифицирование костных тканей в челюсти. И кость ссыхается. По этой причине многим людям и отказывают, и невозможно уже ничем помочь. Только съемные протезы, чего я очень сильно боюсь. Конечно, было страшно. Откровенно говоря, очень было страшно. Но я так сильно хочу себе наконец-то сделать все. Во-первых, понимаете, это заражение в полости рта, это постоянно неприятный запах, кроме красоты. Это просто отсутствие жевательной функции. Девочки, мальчики, это ужасно, это ужасно. Я с этим прожила много лет, и не потому, что мне это нравилось, ну просто вот так получилось. Разные причины были. Я же говорю, сначала бизнес развивали в Украине,
Думали, что чуть-чуть сейчас мы как бы его протолкнем, он поднимется, а потом мы на себя будем тратить. А как получилось? Началась война, мы все бросили, конечно, до каких там зубов. Прибежали в Швецию с детьми. А дальше что? Поначалу лечили за 50 крон для всех беженцев зубы, а потом очень быстро поняли, что у украинцев очень много порченных зубов, и это очень невыгодно, это очень большие финансовые потери для Швеции. Ой, мне немного сложно говорить, потому что у меня как бы припухлость такая идет на горло и на нос. У меня немного заложен нос, получается. Вот, ну, да, надеюсь, вы поймете меня. У меня здесь все зашито. И сверху здесь у меня удалили 2 зуба, это киста, и 1 очень сильно разрушенный зуб с инфекцией, невозможно было восстанавливать. Ну, такая же ситуация, как вот с нижним была, то есть неэффективно восстанавливать. Поэтому сверху тоже 2 удаления, тоже зашито. Вот. А потом, когда уже сделали персональный номер, все равно, знаете, больше, я смотрю, все-таки все равно, да, сделали возможность украинцам получить компенсацию от государства, это правда. Украинцы могут обратиться сначала к стоматологу, чтобы он им выписал, значит, сделал план работ и оценку стоимости общую. И с этой оценкой стоимости вы можете пойти в Försäkringskassan и подать им эту бумагу, где написана стоимость. И Försäkringskassan действительно помогает украинцам, оплачивает просто огромную часть от суммы, и вы оплатите только какую-то часть в зависимости от вашего дохода. Это правда. Мне об этом говорило много людей, и я лично знаю человека, который обратился и так сделал. Но что меня останавливало, почему я не сделала это? Потому что спустя столько лет мучений со своими зубами я очень хотела, понимаете, просто красиво выглядеть даже и улыбаться, чтобы была красивая улыбка. Я уже себя, спустя столько лет, я приняла себя со своей проблемой. Зубы – это очень недешевое удовольствие полечить. Это не какая-то вещь, которую ты можешь пойти купить и раз, и заменил. Это очень небыстрый процесс, очень недешевый. Его нельзя просто достать из гардероба, как какой-то другой предмет или аксессуар, и просто заменить, потому что здесь проблема, она намного глубже. Причем проблема идет, она наследственная. У меня это у мамы в 30 лет тоже уже были вырваны все зубы. Я, честно говоря, мне ее очень жаль, потому что это всю жизнь мучиться, понимаете? Кто знает, тот знает, а кто не знает, просто не думайте, что людям нравится ходить с испорченными зубами или люди не прикладывают усилий. На самом деле многие люди стараются что-то сделать, но есть такие ситуации, которые местным каким-то лечением, это просто проблема, она не исчезает. Ты ее можешь подлечить на 4-6 месяцев, вот как было это у меня, а потом продолжается разрушение, либо некачественно сделанные пломбы прочищены, допустим, кариес, и процесс этот продолжается дальше. Еще не забываем, что не все врачи очень хорошие, и многие, наоборот, оставляют специально кариес, чтобы не терять, так сказать, своих пациентов постоянных, да. Так вот, да, если понадобится мне сделать через 10, 15, 20 лет замену импланта, это не обязательно, но такое может случиться. И у меня кости мои, дай бог, все срастется, живется, все хорошо. Я очень надеюсь, будут готовенькие, понимаете, то есть вот сейчас все для этого доктора сделали. Очень хороший хирург. Операция планировалась по времени 2,5 часа по длительности. Благодаря компетентности хирурга, очень быстрой работе его ассистентов, была завершена за 1 час 56 минут. Вместе со всеми 3 удалениями, прочисткой, зашили все от момента начала и до завершения всего полностью. За 1:56. Хотя планировали изначально, закладывали время 2,5 часа. Сколько времени мне понадобилось? Вылетела я из Швеции 20 мая. 20 мая в 8 часов вечера я заселилась в этот отель. Кстати, пробки в это время просто ужасные. Мы 2 часа из аэропорта Сабиха добирались в эту гостиницу. И на следующий день у меня был, как я вам сказала, что я в клинику отправила просто фото. Планировалось, если как по фото, они не видели эти все проблемы, которые проявились по снимку, по факту. И как по фото предполагалось, что в первый день, то есть 21 числа, мне просто проведут осмотр, анализ и запланируют лечение.
А на второй день, 22 числа мая, мне сделают имплантацию сюда и в верхнюю, и в нижнюю челюсть шурупов, удалят плохие зубы. Вот, у меня здесь есть зуб, открытый нерв, прочистят канал, запломбируют. Операция планировалась длительностью 1 час, и на этом было бы все завершено. Это по моим фотографиям. Но на деле оказалось совершенно другое. Потребовалось больше хирургического вмешательства, более серьезное. Все-таки перенос костных блоков – это очень серьезная операция. Чистка полностью всех инфекционных очагов. Это также серьезные операции, которые, как вы видите, они, во-первых, не в каждой стоматологии можно получить эти услуги. И это очень серьезно, чтобы вы понимали, насколько у меня более глобальная проблема с полостью рта. Это невозможно за 1 день, за неделю или за месяц починить просто в обычной стоматологии. А в Швеции, когда делают протезирование, вот что я хотела сказать, я забыла. В Швеции, когда делают протезирование, они в основном отталкиваются только от функционала. Функционал и общее здоровье. То есть никто бы мне, вероятнее всего, не поднимал бы эту кость. Они бы просто предложили протезирование, как предложили одной женщине. Это просто кусочки вставной челюсти, которые крепятся крючками к другим зубам. И на этом было бы, ну, так сказать, все решено. Здоровье вряд ли бы мне поправляли в плане, да, вот долговечного здоровья, я имею в виду. И, конечно же, бы мне прочистили бы все очаги инфекций. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Но перенос костных блоков, я думаю, мне было бы отказано. Я, когда прилечу в Швецию, немного восстановлюсь, я проконсультируюсь, я найду доктора, я проконсультируюсь, я узнаю, я покажу снимок мой и спрашиваю, что бы мне делали в моей ситуации, каким было бы решение. Я жалею, что я не пошла и не сделала до начала лечения в Турции вот такую оценку в Швеции и по ценам тоже. Но у меня есть снимки до начала всех процедур, поэтому я могу просто приложить снимок и спросить по снимку. Вот. Второе, что, конечно же, никакой красоты там не обговаривается в плане, как мне в дальнейшем после лечения, после оздоровления всей полости рта, как мне планируется уже 3-й этап, это эстетика. Красивые и качественные коронки на оставшиеся все зубы, плюс на штифты. Что в Швеции просто я бы не получила. Я в этом уверена, потому что у них функционал просто на первом месте. Функционал, ну и здоровье, да, вот так вот. А эстетика – это уже такое. Вот оно работает, оно помогает тебе пережевывать пищу, то есть ты можешь поесть, сделать, как говорится, делать прямое предназначение, да, и как бы все. Почему я это говорю? Потому что, например, выравнивание зубов, а вы знаете, если не знаете, то сейчас узнаете, что, конечно, прикус не у всех ровный, я не знаю, формируют ли они отдельно прикус или нет, но, например, вот у нашей дочки были кривые, просто 2 передних зуба кривые, слава богу, они сами стали выравниваться, но до того, как они стали выравниваться, мы обратились в клинику, они сказали, что зубы они не выравнивают и будут для начала наблюдать. Точнее, как? Они выравнивают, да, ставят скобы, но это за дополнительную плату. То есть это не так важно. В Швеции на самом деле очень много людей со здоровыми зубами, да, потому что до 23 лет стоматология в Швеции бесплатная. То есть если надо конкретно полечить, что-то пломбировать, все, они будут все делать, они будут это оздоравливать ваши зубы, вашу полость рта, но без эстетического уклона. То есть если у вас кривые зубы, выравнивать вам их бесплатно. Бесплатно. Почему я говорю бесплатно? Потому что вот до 23 лет включительно всем детям и шведов, и всех иммигрантов, всех, кто живет в Швеции по какой-либо защите или директиве, как украинцы, стоматология бесплатная. Но только на функционал и здоровье. А эстетика – это уже, если ты хочешь, это отдельная плата. То есть, к примеру, если бы я, допустим, обратилась по своей проблеме, и даже если бы мне предложили варианты лечений, я сомневаюсь, что мне предложили бы качественную имплантацию, скорее бы всего мне предложили протезирование зубов съемными протезами и полечили бы очаги инфекции, да. Вот и все. Ни о каких бы коронках на все зубы и ни о какой пересадке костной ткани, ни о какой имплантации речь бы не шла, потому что это очень большие деньги. Людям, которым
назначали лечение там от 90 тысяч крон. Это, ну, грубо говоря, 8 тысяч евро получается. Это довольно немаленькие, ну, примерно 8 тысяч евро. Это довольно немаленькие деньги, понимаете? И за такие деньги, чтобы не сделать эстетику, ну, мне кажется, это немножко перебор. Но не поспоришь ни с чем. Просто вот такие цены. Это я вам к чему рассказываю, чтобы вы просто понимали. Не то, что там Швеция плохая или неплохая, просто когда ты начинаешь что-то искать, ты начинаешь анализировать и сравнивать, понимаете? И когда все-таки ты еще молодой, и тебе хочется улыбнуться, вот. А ты как бы своими 3 гнилыми зубами улыбаешься. Ну, я, например, да. И не очень-то радостно от этого. Вот. Потом губы, конечно, я стараюсь не красить тоже, потому что сразу же выделяются зубы. И все очень заметно, а я очень сильно комплексую. Буквально вот в 25-м году я приняла себя такой, как я есть. Но почему? Почему я приняла себя такой, как я есть, со своей проблемой, да, с такими зубами? Стала публиковать видео. Во-первых, вы же знаете, накануне столько всего произошло, и Давид перенес много операций, у меня случилась апатия. Я на 8 месяцев забросила все свои какие-то каналы, все, что у меня могло быть. Я ничего не монтировала, ничего не делала. А потом я как бы стала оживать, еще и по той причине, что мы собирали деньги на лечение. Мы очень долго собирали их, так как в эмиграции собрать определенную сумму денег – это очень сложно, особенно когда у нас работает один муж в семье, да, и всех обеспечивает. Семья не маленькая, как вы знаете, у нас 6 человек, 4 детей у нас, вот. Но мы собрали определенную сумму и ждали очень долго документы из миграционной службы. Вы знаете, мы каждый год подаемся на продление директивы. В этом году ожидание было особенно долгим, в отличие от остальных годов. Но мы дождались. И сразу же я связалась с клиникой и сказала: все, ура, я могу лететь. Я впервые в жизни летела самолетом, мне было безумно страшно просто. Мне было безумно страшно, потому что я впервые лечу одна без своего мужа за такой долгий период. И все-таки это очень серьезный шаг. Мне здесь некому поплакаться в жилетку, как говорится. Я должна быть такая вот сильная, держать себя в руках, собраться со своим всем и стать лицом к лицу к этой проблеме. С этой проблемой столкнуться, посмотреть всем своим страхом в глаза и сделать решительный шаг вперед. Что, в принципе, я и сделала. Потому что, на самом деле, мой муж всегда меня поддерживает, и он всегда все старается сделать для нашей семьи, и для меня в том числе очень много всего. И мне даже, знаете, было бы стыдно вернуться домой ни с чем. Когда мне сказали, что есть необходимость пересадки костной ткани, не предложили, а озвучили 3 варианта, что есть как бы костный порошок, есть синтетическая костная ткань, и 3-й вариант – это пересадка своей собственной кости. Но они сказали, что порошок здесь будет неэффективный, потому что мне нужно больше, чем порошок. Ну, то есть порошком невозможно будет нарастить такую толщину, которая мне нужна. Это невозможно. И синтетическая костная ткань, она не так хорошо приживается, как своя биологическая. Конечно, звучит это очень все жутко, но представляете, да, тебе говорят, тебе распилят десну, вытащат у тебя кусок кости, допустим, отсюда, и переставят сюда. Звучит страшно, правда? Я сначала, конечно, очень сильно испугалась, я написала мужу, причем решение именно этих процессов было вызвано, ну, то есть было сделано спонтанно, сразу же после снимков, но я как бы думала, что у меня плохая ситуация, но я не думала, что настолько. И для меня это был немножечко тоже такой удар под дых, потому что очень страшно, девочки, мальчики, очень страшно было. Очень страшно было. И мне сказали, что возможно 2 варианта проведения этой процедуры: под наркозом, когда я сплю, и под местной анестезией. То есть обколят меня вот эту всю часть, я ничего не буду чувствовать, но буду в полном сознании. И, конечно, я испугалась. Сначала говорю, под наркозом давайте делать. Они говорят, так как у нас план лечения изменился, ты здесь всего на 2 дня, и нам за 2 дня нужно успеть намного больше, чем мы себе изначально планировали. По этой причине давайте мы вам предлагаем делать под местной анестезией. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Эти операции проводят как под местной, так и под наркозом. И в основном под наркозом проводят это для тех, кто панически боится уколов. В общем-то, уколов я боюсь не так сильно, потому что я же говорю, что с 9 лет я хожу к стоматологу, постоянно мне колят в десна, я знаю, как правильно себя успокаивать в момент самого укола, когда делают, и после, и как, в общем-то, себя вести, да, ну, я как бы стрессанула сначала, я расплакалась, поплакала, подтерла свои слюни, сопли, собралась и пошла, говорю, ну все, давайте, приступим. Перед этим я плотно покушала, как мне и порекомендовал доктор, отправил меня в этот торговый центр, вот, и заморозил мне пшикалкой сначала десна,
чтобы не так больно было уколы. И начался процесс. После укола через 5 минут он уже приступил, разрезал десну, удалил зуб и начал выпиливать костную ткань. В общем-то, я скажу вам откровенно, что это все очень даже терпимо. Самое страшное – это действительно психологический процесс. Потому что, ну, перед тем, как пойти на операцию, я еще посоветовалась с чатом GPT, насколько, что, как, относительно клиники эти процедуры проводят, не проводят, как часто. И, в общем-то, все риски, все это, ну, я все узнала. Также чат GPT, кстати, помог мне подготовиться морально. Я знала, что буду делать. Вот. Когда доктор, допустим, взял молоточек и такой, типа, знаете, зубило, я, ну так скажу, не знаю, как называется этот инструмент, и начал как бы постукивать немножко, чтобы выбить эту костную ткань, то есть она клином вот так вот, не так срезали слоями, а выпиливалась клином, да, и чтобы этот клин выбить, молоточек тук-тук-тук-тук, она надламывается, и пинцетом достают, опускают специальный раствор, когда уже идет наращивание, инструмент по типу шив-шкурки, наждачки, что-то такое. Им счесывают вверх площади, сверху площадь костной вот этой вот кости, вернее, площадь кости, чтобы кровяные покровы открылись, или как правильно, я не знаю, я могу неправильно сейчас сказать, но смысл вы поймете. Не сверху, да, кость, она же защищена, оболочки вот эти все там, хрящевая ткань какая-то, да, сверху, то есть такое, что это все снимается, чтобы открыть вот эти кровеносные сосуды. Потом накладывается донорская ткань, транспортируемая, и такая маленькая дрель. Он проделывал дырочки, и потом отверткой закручивал маленькие болтики. После того, как мы пообщались с чатом GPT, я была к этому готова. Для меня самое основное было, чтобы не было больно. Я это сразу озвучила, я говорила, что у меня есть привыкаемость к обезболивающему, потому что, ну, я знаю свой организм уже за столько визитов к врачу, что мне каждый раз приходилось колоть дозу больше и больше. Поэтому я это все, конечно, сказала, сообщила, вот, и уже в самом-самом конце, когда зашивали, я стала чувствовать свою десну. Абсолютно не было больно, когда мне выпиливали, удаляли зубы, когда мне вкручивали болты. Вообще нет. Да, то, что я чувствовала, это, ну, как вибрации небольшие тянущие какие-то движения, давление небольшое, потому что доктор работал, конечно, над этими областями, вот, но никакой боли. Никакой боли, это я вам честно, откровенно говорю. Хотя я очень переживала, но я так вот решительно настроилась, думаю, если вдруг будет больно, там сразу все скажу, чтобы мне еще, там, не знаю, 4 раза укололи, пусть лучше меня уколят 4-5 раз еще, там полных 5 шприцов вольют, но чтобы не было боли. Это был основной критерий. Вот. Когда все было завершено, сверху, снизу здесь, сделали новый снимок. Все было онемевшее, я ничего не чувствовала. Вот. Боль, она не проявлялась сразу, как таковая боль. Немножечко вот в этой области, потому что с нее начали первой, начала отходить быстрее, потому что здесь потом докалывали в процессе еще, потому что у меня сначала прокололи 2 области одновременно, начали работать с этой, и когда перешли на эту, ее тоже еще чуть подкололи, потому что уже начала чуть отходить анестезия, да, и потом еще в конце чуть подкололи, когда подшивали. Ну и сверху потом уже после этого кололи сверху, чтобы удалить еще 2 зуба. Так вот, когда работали уже с этой областью и удаление зубов верхних, вот эта вот область, она начала как бы немножко ныть. Не то, чтобы она прям болела или сильно как-то вот тянула, нет. Но из-за того, что доктор периодически там иногда прикасался руками, либо, знаете, провод от там бормашины или что-то такого еще там спускался, и оно немножко касалось, было как бы неприятно, что вот здесь только что поработали, что-то поделали, вот, и касаются этого места. После всех процедур мы собрались, пошли в аптеку, купили препараты, я за свои деньги купила, пошли, рядом находится медицинское учреждение, университетская поликлиника. Кстати, в таком историческом месте расположено, в котором жили некоторые семьи султана Сулеймана. Очень красивое место, и так очень здорово, что его так оборудовали и нашли ему применение, что оно не просто стоит, разрушается, или там, вот, а нашли применение и сделали из этого местную поликлинику. И красота сохраняется, и функциональность. Ну, супер, я считаю. Вот. И мне сделали 2 укола в этой поликлинике. Я тоже там оплатила. Я чеки все прикреплю здесь. Они у меня все есть. Посмотрите, какие цены. Вот. 2 укола. Это был антибиотик, это было противоотечное, и это было обезболивающее сразу вот комплекс. После этого я пришла домой. Долго прикладывала лед, наверное, около полночи. Я прикладывала лед попеременно на обе стороны. Примерно 15-15 минут. Вот. И плюс ко всему я спала сегодня полусидя на 2 подушках. 2 подушки. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот не распухнуть вот так вот, да. Потому что когда ты спишь немножко приподнятая голова, то отечность, она все-таки немножко минимизируется. И нужно пить очень много воды, чтобы выводить из организма препараты, ну и вообще,
чтобы помогать организму восстанавливаться. Что, в принципе, я и делала полночи, а потом с утра. И вот утром я уже проснулась от того, что я как бы ночью повернулась немного на эту сторону, хотя я всю ночь вот так вот старалась на спине и не касаться челюстью подушку. Я не спала на боку, я не спала на животе, я спала полусидя на спине. И проснулась от того, что у меня так голова, видимо, упала на подушку, и уже немножко такое давление как бы ощущалось. Небольшое, да, но это было неприятно. Я пошла, выпила обезболивающее. Ну, прошло минут, наверное, 15-20, и все, и мне стало хорошо. Сейчас я себя чувствую нормально. Я пошла позавтракала очень густой натуральный йогурт. Здесь завтрак включен в стоимость в гостинице. Все остальное, как бы, обед и ужин нет. Но это не проблема, здесь можно найти, где покушать. Вот, я покушала жирный йогурт, объелась опять с медом. Нельзя никакую пищу другую кушать, только то, что похоже на, ну, в общем-то, пюреобразное состояние без комков на данном этапе. Очень мягкое все должно быть, чтобы ты просто так на язык положил, как гусь, так проглотил, как гусь или как утка. Что, собственно, я и делала сегодня утром. Ну и все, а сейчас я пойду пополощу полость рта, причем, ну, полоскать как полоскать нельзя, просто я вот так буду голову наклонять, чтобы вода перетекала туда-сюда, ну, жидкость специальная. И все, и буду готовиться к моему следующему приему врача сегодня. И у меня разделились часы, это какое 22 мая сегодня. Вот так вот. Вот вам я все рассказала за первый этап. Что же в итоге у меня получается? У меня получается в итоге 3 визита в Турцию. 3 визита. Значит, вот это была пересадка. Подготавливают почву для качественной имплантации. Что, в принципе, доктор для меня и выбрал. Это очень здорово. Мне не предлагали дешевые варианты. Сразу посадить одну коронку. Как он сказал, если было вам 50 лет, да, говорит, посадить можно, конечно, было бы сюда, на эту ткань, но это очень было бы плохо для вас. И ChatGPT, кстати, это подтвердил. Я ему ничего не говорила, я ему просто скинула свой панорамный снимок. Он и сказал, что все то же самое подтвердил. И в дальнейшем лечение, которое мне было озвучено и напечатано на бумаге, я просто сфоткала и отправила ChatGPT. И он мне сказал, что это очень качественное лечение, которое мне подобрали. Очень грамотно построено. Я вот там где-то прикреплю, и вы почитайте все это, что ChatGPT мне накатал. Очень интересно, на самом деле, выводы. И да, что мое лечение, оно базируется на качестве, на здоровье. И 3-й этап – это эстетика. Так вот, 2-й визит – это будет уже установка имплантных шурупов. И я отправлюсь обратно в Швецию на заживление. Вот сейчас мне понадобится 6 месяцев примерно до следующего визита имплантация шурупов. После имплантации шурупов посмотрим примерно 4-6 месяцев тоже на заживление. И уже после заживления, конечно, я сюда приезжаю, делаю полную обточку и установка коронок на мои оставшиеся зубы. Предварительно пролеченные все, и каналы, надо очень много каналов полечить. И я уточню, сегодня это будут лечить каналы или, может быть, следующий визит. Короче, я должна это уточнить. Да. И все, и на мои импланты тоже будет установка. И предварительно, конечно, они формируют прикус. Потому что прикус у меня... Ой, какой там прикус, слушайте, ну все, оно полетело. Да, понимаете, если говорить об этом, я говорю уже об этом, я говорю вам как есть, чтобы вы понимали всю серьезность ситуации, чтобы вы понимали все, с чем я столкнулась, и чтобы вы могли это как-то примерить. Все цены на их работы, конечно, у каждого цена индивидуальная, она зависит именно от концепции всех работ, от всего общего вот этого вытекающего. У меня, конечно, очень сильно подорожала стоимость из-за вот этой вот очень сложной пересадки костной ткани. Но, как я вам уже говорю, что доктор поступил правильно, он не пошел по бессовестной дорожке, сделать мне очень быстро, получить денежки и вот так вот все сказать, я молодец. Они выбрали для меня качественное, на самом деле, лечение, за что я им очень благодарна. И, конечно же, это стоит отдельного уважения и доверия как и к докторам, которые занимаются мной, так и к самой клинике, так и к консультантам, которые меня сопровождают. Они меня сопровождают с самого начала. 2 консультанта русскоговорящих. Это парень, с которым вот у нас есть частично записанное интервью. Почему частично? Потому что все-таки очень, на самом деле, много пациентов. И он сказал об этом видео. И я, будучи там, находясь почти весь день, я увидела, что клиника забита. Очень-очень-очень-очень много пациентов у них, да. И, конечно, у них много русскоговорящих, много украинцев, много россиян и других русскоговорящих пациентов, которым нужна помощь с переводом. Как раз они этим и занимаются, консультанты, и они же по совместительству переводчики, но они также компетентны в том, чтобы вам рассказать, как устроена система внутри, как происходит, что они с вами связываются, и когда вы еще планируете свой приезд, когда вы только обращаетесь в клинику на начальном этапе, они и сопровождают вас до самого конца. Причем, я не знаю, это, наверное, уже на собственном опыте у них, потому что они уже могут порекомендовать, куда пойти отдохнуть, где какие есть места, что, в принципе, мне тоже и предложили, спросили, хотите вы прогуляться, я говорю, я бы хотела, но не в этот раз, потому что все изменилось, и мне важнее просто сейчас восстанавливаться. Поэтому красивых турецких, стамбульских видов вы, к сожалению, не увидите, я тоже, к сожалению, но, к счастью для меня, я получаю вместо этого что-то более важное, а
Я надеюсь, что все остальное, оно меня дождется еще. Я сюда вернусь и обязательно пойду и в Топкапы, и на набережную Босфорского пролива, и я везде побываю. Я все посмотрю, Галатскую башню, и... Ой, все увижу, в общем-то, все, но никуда не денется. А вот зубы мои, вы представляете, если бы еще какой-то годик, и уже бы невозможно было восстановление нижней челюсти, невозможно. Мне бы только предложили съемные протезы. Это мой самый большой страх. Самый большой страх. Поэтому я очень рада, и я согласилась на эту операцию тоже по этой причине. Поэтому я вам просто доношу до вашего сведения, что если у вас есть потеря зубов, и это уже долгосрочно, обращайтесь как можно быстрее. Не обязательно в эту клинику, вы можете выбрать другую любую. Я рекомендую эту клинику, но выбор, конечно, всегда за вами. Вот. И все дело в том, что через 3 года еще не так сложно восстановить. Можно еще попробовать даже порошком. Но если проходит 5 и более лет, людям очень часто отказывают, потому что кости истончаются, а у многих людей еще сама по себе кость не очень хорошая. Либо она рыхлая, либо еще что-то, либо она крошится, либо она прям очень тонкая, а там проходит нерв. В общем, это очень большие сложности. Ну, пожалуйста, берегите себя, заботьтесь о своих зубках и не делайте, как я. Обращайтесь к хорошим стоматологам, желательно вовремя. Все, всех обняла. Пока-пока. Ağrısı var mı? Оля, есть у вас сейчас? Нет, утром немного стало беспокоить, но я так чуть-чуть... Sabah vardı. Tamam, normal. Onun dışında başka bir şey var mı? Şikayeti var mı şu an rahatsız eden ona? Есть жалобы какие-нибудь, то, что вам не nравится? Нет, ничего не беспокоит, и я себя хорошо чувствую. Uyuşuklukları geçti dudağındaki. Онемение прошло у вас, да? Да. Okey, let me. Kalk hadi. Nereye tut? Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda zaten röntgende de görünüyor. Merak etmesin inşallah sağ tarafa da ikinci implantı koyacağım gibi duruyor. Orada kemik iyi görünüyor. Onun dışında Augmentin'in muhakkak bir kutu daha yazalım. 2 kutu bitirmesi lazım ama Augmentin 1000'lik olup olmadığından emin ol. Eczacılar bazen 800'lük veriyor. 1000 olduğundan emin ol. Tamam. Onun dışında bir şey yok. 5 ay sonra görüşüyoruz. Yani Kasım ayının sonlarına doğru gelsin. Tamam. Через 5 месяцев можете приехать уже ближе к концу октября. Потом, говорит, скорее, вроде бы, говорит, мне кажется, я думаю, говорит, поставлю 2 импланта, не 1, а 2, как бы по кости, говорит, я надеюсь, что хорошая кость, но он говорит, это найдем, там, говорит. Вот, и пропиваете лекарства, вам надо будет еще 1 антибиотик взять, его тоже пропьете, мы возьмем 2 коробки, да, вам на все. Еще полоскание одно, да, возьмем? И полоскание. Полоскание вы можете потом чередовать просто. 1 день с солью, 1 день полоскательным. Все. На всякий случай возьмем. Окей. Vidalar ikinci seansa çıkacak. Ameliyatta çıkaracağım o vidaları tekrar. İmplant yaparken. Tamam. Вот эти маленькие бочки, их будут вытаскивать на 3 сеансах. Да, хочу спросить по поводу этого зуба. Я спрашивала, но что-то я как-то не поняла, или я неправильно вопрос задала. Вот смотрите, это 2 вторых, видите? 2 вторых. 2 вторых, вот эти? Да, вторые. Ага. И вот этот с правой стороны. Да. Он шатается на штифте. Доктор говорит, что здесь у нас по-любому же на эти 2 зуба мы будем делать каналы. Здесь то, что у вас есть инфекция, вполне возможно, как первый протезист, который был у нас, доктор этот делал, первый осмотр, он же сказал, что там есть инфекция, поэтому она думает, что он, ей кажется, что он шатается. Мы, говорит, это когда прочистим, там она уже заживет, говорит, так крепнет, говорит, уже не будет такого, говорит, такого чувства. Но если, говорит, даже, говорит, этот зуб, говорит, у нее как бы поврежден, и его нужно будет удалить, это в самом худшем случае, мы все равно, говорит, сюда, говорит, имплант не нужен, говорит, мы сюда, говорит, делаем этот мостик. Ага. Ну, то есть, я просто хочу понимать точно, да? Сейчас они уберут эту вот нарощенную пломбу, чтобы прочищать же канал, правильно же? На вот этом втором зубе? Да. Канал будет прочищаться на вот этих 2. То есть его сейчас не трогают, этот зуб? Его посмотрит. Она посмотрит, врач, который будет делать. Да. Если нужно будет, она его уже будет или же менять, или же удалять. Это, говорит, она говорит, пусть она посмотрит, говорит. Там, говорит, прям так сильно, говорит, не видно, что он, говорит, совсем испорченный, но, говорит, как бы кто знает, да, когда убираешь, уже там будет видно. Я поняла. Хорошо, спасибо. 12 на это 12. Вот мой супчик, попросила, чтобы блендером его перебили, куриный. Принесли мне также хлебушек и лимончик с сухариками, но я сказала, чтобы забрали, потому что я все равно это не смогу слушать. Так что вот. Вот так вот я восстанавливаюсь после операции. Кушать хочется.
Попросила суп мне пропустить через блендер. Ну вот, ем. Ну, а что остается? Так что не накручивайте себя. Это не так страшно, как кажется на первый взгляд. И благодаря современной технике можно очень хорошо справиться. Вкусный супчик. Мне нужно носить маску, чтобы собирать поменьше бацилл. Вот. Мне выдали маски в медицинском центре, что я их не покупала. И вот теперь нужно ходить в них какое-то время. И сейчас мне будут лечить каналы и пломбировать зубки оставшиеся. Вот такое сейчас мое состояние. Очень сильная отечность, очень сильно опухло лицо. Говорить стало еще сложнее. На этот визит мой в Турцию все дела закончены. Это хороший результат. Но, как мы все понимаем, что операции, они не могут проходить бесследно, чтобы все оставалось, как и раньше, красиво. Вот. Поэтому все-таки принимаем реальность, какой она есть, и восстанавливаемся, помогаем себе, своему организму восстановиться. Пью много воды, стараюсь больше отдыхать, спать. Сплю я на вот такой горе подушек в полусидячем положении. Это крайне важно. То, что вы видите у меня опухшее лицо, это еще очень хороший результат, потому что часто заплывает вообще прям очень сильно. Если спать в положении приподнятом, ну, так скажем, полусидя, в полусидячем положении, то жидкость не будет так застаиваться, не будет такой сильной отечности. Поэтому помогаем себе сразу, не дожидаясь, пока все заплывет. Конечно же, пить много-много воды. Ошибочно думать, что чем больше воды, тем больше отек. Это неправда. И препараты должны выходить. Так как я пью антибиотики и обезболивающие, и мне кололи анестезию, это все нужно вымывать из организма. Поэтому воды должно быть много. Вот у меня бутылки за бутылкой. Я постоянно пью. С трубочки пить ни в коем случае нельзя, только из стакана или вот с таким горлом бутылки. Никаких спортивных бутылок, ничего такого. Вот. Еще вкратце. Вчера мне сделали пересадку собственной кости с 2 сторон. Удалили 3 зуба плохих с инфекцией в нижней части.
верхней части, и один из них был киста. Все хорошенько прочистили, ну и зашили. Что делали сегодня? Вот эти блоки, то, что я рассказывала в предыдущем видео, это я перепутала немножко. Я думала, что это будут делать сегодня мне. Но нет. План был такой, что у меня 2 первых передних зуба, вот самый первый, 1-1, началась инфекция на корнях. Она только-только недавно появилась, поэтому они предприняли следующую попытку. Открыли канал, достали нерв, пролечили лекарством хорошенько, запломбировали канал и поставили временные пломбы. И через 5 месяцев, когда я приеду сюда в следующий раз, они проконтролируют и посмотрят ситуацию. Если инфекция не ушла, значит тогда в следующий раз будут удалять вот это 2 блока. Если же сегодняшнее лечение прошло успешно, значит инфекции там должна исчезнуть инфекция. И в таком случае сохранятся эти зубы, на них просто сделана будет обточка в 3-м сеансе и поставлены коронки. Если же состояние будет очень плохое, придется, конечно, удалить эти зубы, но это просто 3 варианта. Не обязательно, что так будет. Возможно, будет достаточно только того, что они сделали сегодня, прочистили и запломбировали, пролечили и запломбировали каналы. Так что вот такие мои дела. Обо мне вы все уже узнали, что со мной происходило за первый мой визит из 3. Мне еще 2 визита сюда, в эту клинику. Завтра в 8:30 трансфер мой приедет уже сюда, к гостинице. И я направляюсь в аэропорт, лечу обратно в Швецию. Я уже соскучилась за своими детьми, за своим мужем. Дети тоже. Вот, так что скоро мы воссоединимся все. И жизнь потечет своим обычным ключом, как всегда. Ну, вы, конечно, спросите меня, что по ценам. По ценам давайте... Мой прощальный ужин запоздалый. Сейчас 23:00 по турецкому времени. Вот. Попросила принести мне в номер супчик. Нельзя мне острое, там в меню входит суп острое масло. Но я попросила, чтобы ничего не добавляли, потому что нельзя. Ну и хлебушек, конечно, мне тоже нельзя. Только супчик на ночь. Ну и за это спасибо. Так что приятного аппетита мне. Ой, какая я красивая. Ой. Вот это вообще. Смотрите. Так, сейчас где больше света? Здесь. Вообще красотка, красотка, да. Шикарно. Сегодня 3-й день после операции, и вот так вот я выгляжу. У меня очень большая появилась отечность на левой стороне. Я сейчас еще раз иду в клинику, прямо с самого утра. И беру с собой чемодан, трансфер, который приезжает за мной. Он едет прямо в клинику. Прямо из клиники меня забирает. Так что пока-пока. Спасибо за прием. Атаманс Лайф отель. Все было шикарно. Но нам пора двигаться в путь. Почему я возвращаюсь в клинику, я вам расскажу в другом видео. У меня очень мало сейчас времени. Я вам просто хочу показать, как я выгляжу. Очень сильная отечность появилась по левой стороне. Прям здесь нормально, а здесь прям очень нехорошо.
И чувствую сильное натяжение, чувствую, что там у меня происходит сильное воспаление, в отличие справа. Справа так мягенькое все, более-менее. Вот и закончилось мое пребывание в этом отеле. Сейчас еду к доктору, потому что забыли запломбировать мне один зуб. Вот такой вот прекрасный шведский столик доставляет Томанс отель. Так что пребывание здесь очень комфортное, входит в стоимость. Рекомендую всем останавливаться в этом отеле. Я такая красивая. Все, в обратный путь. С Богом. Все, Автоман отель Делюкс остается позади меня. Посмотрите на меня, это вообще просто. Вот. Я еду. А еду я к доктору. Да, в 7 утра. А потом трансфер меня заберет прямо из клиники. Утренний Стамбул, 6:30. Уже такая жара. Я иду в куртке, потому что мне ее некуда положить. У меня было так много места, но теперь у меня появилась куча лекарств, которые мне надо везти с собой назад. Поэтому приходится одевать куртку. Я просто стою на пешеходе перейти дорогу, проезжают таксисты и сигналят. Для меня это уже так непривычно, потому что в Швеции, конечно, такого не происходит. Вот всегда очень интересно сравнить, да, как вот протекает жизнь в других странах. То есть они себе спокойненько зазывают пассажиров просто с обочин, без зазрения совести, ничего такого, все нормально. Бибикнул, давайте, камон, ребята. Вот, ну, нам не по пути. Я иду сначала к стоматологу на 7 утра, а потом меня прямо отсюда из клиники забирают и сюда трансфер. Вот, смотрите, проехал, только что побибикивает мне. О, слышите? Бибикает таксист. Вот. Бибикнул, остановился. Вы нам не по пути, дорогой. Дорогой, уважаемый. Нет, не поедем. Не поедем, потому что иду по своим делам. Вот, все. Посмотрел, что я не иду, уезжает. Вот так вот зазывают пассажиров. Вот такая красота. Красивейший проспект.
Вот она клиника Омер Истамбул. Находится в самом центре района. Возле вот таких вот красот. Селят вас рядом в гостинице. Так что не переживайте. Вы доберетесь быстро. Вам не нужно будет думать, как доехать, чем, если вы заблудитесь. Ничего такого. Вот там торговый центр. Вот там торговый центр. Он, конечно, не очень там разнообразно, но, тем не менее, что-то да есть. Там на верхнем этаже можно покушать. Если вам, допустим, будут делать операции, и вам нужно покушать. Так что, в принципе, все здесь в непосредственной близости. На второй день, когда должны были мне пломбировать каналы, мне 2 канала на передних зубах пролечили, запломбировали, все окей. Но у меня еще здесь есть зуб, половина его раскрошилась, нерв открытый. Они мне должны были тоже пролечить этот канал и запломбировать его. Они за него забыли. И они за него забыли. Не знаю, кто виноват. Я сейчас попытаюсь это узнать, кого они считают виноватым. Потому что ситуация, как бы, это очень неприятная. У меня сегодня вылет, самолет. И вместо того, чтобы проснуться чуть позже, вместо того, чтобы трансфер приехал за мной в отель, трансфер за мной приедет прямо сюда в клинику. Заберет меня из клиники, и мы поедем в аэропорт. Но в этом всем очень-очень плохой ситуации, нехорошей, неприятной. Какие я вижу плюсы? Давайте вот так, я договорилась с вами говорить по-честному. Говорим по-честному, разбираем ситуацию по-честному. Ситуация случилась. Я обнаружила это вчера в 23 часа ночи. В 23 часа ночи я стала рассказывать, снимать видео про свои зубы. Я вспомнила, я стала рассказывать про свой зуб. И у меня был шок от того, что я коснулась языком его, и он как бы с дыркой. Я связалась со своим куратором. Говорю, такая ситуация, давайте решать, потому что я так не могу вернуться. Но самолет я тоже не могу отложить. Все, завтра вылет. Это нужно решить. Либо сегодня в 23 часа ночи, либо завтра. Я ничего не знаю. Давайте как-то разбираться. Куратор была в смятении. Говорит, как же так получилось? Я бы хотела знать этот ответ. Вот. Она начала связываться с докторами. В общем-то, договорились с доктором, что он придет сегодня к 7. Я сюда тоже приду вместе с чемоданом, со своими всеми вещами, чтобы отсюда быть готовой выехать в аэропорт. Вот я пришла и жду. С одной стороны, как бы ситуация очень неприятная. Очень. Потому что, забыть запломбировать зуб, полечить, тем более, это зуб, там нерв, он дергает. И второй мой визит сюда через полгода. Если через полгода я вернусь, мой зуб просто раскрошится, и его нужно будет вырвать. Это 100%. Я знаю свои зубы, он столько не выдержит. Либо же мне нужно будет доплачивать отдельно, идти в шведскую стоматологию, что тоже для меня невыгодно. И как бы, почему? Если я здесь оплачиваю лечение, и я считаю, что должны все проводить операции здесь. Все вмешательство. Вот. Но с другой стороны, в 23 часа ночи я без проблем связалась с куратором, и она сказала, что она договорилась. Дальше мы сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Придет ли вовремя врач, успею ли я вовремя на самолет. Сейчас я позвоню еще раз. Ой, котики, тут так много котиков, класс. Так что вот такая вот ситуация тоже у меня случилась, и я вам об этом честно рассказываю, чтобы вы понимали. Но, да, еще для чего? Контролируйте ситуацию. Я понимаю, что это очень сложно, особенно когда вот такой опухший рот. Непонятно, что с вами происходит. Но все-таки вы стараетесь следить. Кисюня. Кисюня. Морочка.
Посмотрите, какая Мурочка. Мурка! Девочка! Ой, красивая какая котя. В общем-то, вы должны тоже контролировать ситуацию. И не надеяться полностью на все. Все узнавать, все спрашивать. Ну да, это такое. Сегодня пришла исправлять ошибку, которую допустили врачи, не пролечив мой один зуб. Забыли, но исправляем сегодня рано утром. 8, почти 8 утра. Вот. Вызвали врача, чтобы это все исправить. Сегодня у меня самолет. Так что скоро приступим. Следите за моим лечением в Омер Стамбул. Так, ну вот сейчас здесь будут пломбировать мой забытый всеми зуб. И потом отсюда прямо трансфер приедет, и я сразу же отправляюсь в аэропорт. Я спросила, чья же это вина, и куратор считает, что вина доктора, который пломбировал канал. Я тоже так считаю. Смотрите, здесь с левой стороны у меня сильнее отечность. И плотность выше. Нельзя, конечно, сильно прижимать, но я чувствую, что плотность выше тканей. И, конечно, они тянут, распирают, тянут в разные стороны здесь, с этой стороны. Приехал трансфер за мной прямо сюда. Все, я уезжаю в аэропорт. Все, вот он мой чемодан. Мой трансфер уезжает. Я приехала в аэропорт. Бай-бай, Турция. Пришла на паспортный контроль. Сейчас буду проходить его с такой красивой физиономией.